Но бывает и такое, когда без магии уже никак. Если осознание, терапия и разрывы не помогают, подключается она. Почему спустя годы после разрыва родственники начинают сниться, а на утро вы просыпаетесь с ощущением говна на блюде? Что жизнь пошла по пизде? Почему вдруг появляются похожие люди и повторяются старые сценарии? И не с вашей же подачи. Чистки делаете, но не помогает. Они возвращаются через несколько дней, зачастую в виде деструктивных родственничков во снах. Это влияние рода на фоне. Физические маркеры тоже бывают. Правая сторона тела ноет, нога, отцовская линия. Левая – материнская. Подошвенные бородавки на какой-либо из ног – негативные привязки. Сила крови – не метафора. Чем сильнее род, тем сильнее его влияние. Именно поэтому нельзя делать деструктив на кровников. Все вернется очень быстро и с жестким возмездием. Как это лечится? Ну, довольно заебисто, по правде говоря. Родовые проклятия, например, это жесткая чистка вас и рода, которая может занять пару лет. И мы поговорим об этом отдельно. В случае же родовых программ и требований к вам следовать сложившейся родовой поведенческой линии, вот это разрыв и выход из рода. Также, кстати, может помочь уход в более сильный род посредством брака, но потребуется проведение религиозной или магической церемонии. Ну, например, хупа, венчание, переработанная модель ханфастинга, ну, так далее. Помогает постановка энергетического барьера на родовой негатив, изолируя его влияние. Но вот этот способ потребует регулярного поддела. Но это хороший способ, который даст вам возможность вздохнуть и найти способ решить проблему на корню. Ну и отдельная радость. Это когда мать или бабушка бегает по церквям и молится за ваше счастье в своем понимании. Формально – благо, по факту – благой яд, который тоже приходится блокировать отдельно. Экспекто патронум не распознает это как негатив, нужно отдельно оговаривать. Да, магическая работа – это еще те танцы с бубном. Ну и немного про наше время. После начала полномасштабной войны в Украине многие уехали из России и осознанно разорвали связи. И вот внезапно выяснилось, что родственнички молятся за возвращение, бегают к практикам, желают, чтобы жизнь наказала. Любовь, забота и проклятие в одном флаконе. Амбивалентность на максималках. Если же вы живете в другой стране и сталкиваетесь с чем-то подобным, то найдите покровителя места, где вы осели. Наладьте контакт. Но это не быстро. Регулярно очиститесь от родового негатива. Когда почувствуете укоренение, ставьте блок и проходите символический обряд принятия покровительства Земли. Вас возьмут под опеку. Но помните, связь требует внимания. Род – это не приговор, но и не святыня по умолчанию. Если род дает силу, берите. Если он требует жертвы и ваших личных страданий, выходите. Иногда самый сильный акт любви к себе – стать тем, кто первым сказал «хватит». С вами был Богдан Дар. До встречи, мои милые.